Приветствую всех вас, мои дорогие друзья! Как всегда, искренне рада вас видеть на просторах моего YouTube-канала, где я с особым энтузиазмом делюсь с вами самыми интересными, на мой взгляд, блокчейн-проектами. И в сегодняшнем видео мы поговорим как раз о новинках в музыкальной индустрии и блокчейне от проекта Coride. Так что ставьте лайк этому видео, так как выпуск, как всегда, обещает быть максимально для вас полезным и интересным. Что ж, думаю, многие из вас уже успели заметить, что с появлением стриминговых платформ, таких как Spotify, YouTube Music и Apple Music, продажи в музыкальной индустрии кардинально изменились. То есть, если раньше популярность считалась количеством проданных пластинок или же дисков, то сейчас важно количество прослушиваний и подписок на музыканта. Однако в цепочке между артистом и поклонниками есть музыкальные лейблы. Именно они зачастую имеют полные авторские права на все произведения и являются посредниками, забирая большую часть прибыли с музыкантов, что для многих, безусловно, является большой проблемой, которую осознал и принялся решить Матиас Тангблад, который проработал в музыкальной индустрии более 20 лет. Он, кстати, был генеральным директором Universal Music Sweden. И в 2018 году решил создать свой проект под названием Coride. Итак, что же такое Coride? Coride – это площадка для музыкантов и их поклонников, где любой независимый музыкант сможет получить финансовую поддержку для продвижения своего творчества от поклонников, а фанаты в свою очередь получат долю прибыли от стриминга, а также получат уникальную возможность инвестировать в любимую музыку и зарабатывать токены платформы CO, что, как по мне, уже звучит крайне привлекательно. Более того, Coride CO – один из первых проектов, который решил внедрить в музыкальный мир всеми знакомую нам модель Play to Earn, в которой самые активные и заинтересованные поклонники награждаются артистами токенами CO и NFT. То есть, чем больше миссий будет успешно выполнено фанатами, тем больше наград и поощрений они получат. Таким образом, мы понимаем, что Coride хочет создать новую музыкальную индустрию из людей, без которых артист не может существовать, то есть без его поклонников. При этом Coride помогает независимым художникам. Что это значит? Это значит, что если раньше, чтобы музыкант попал в плеер слушателя, ему приходилось идти на лейблы, где для них были не самые благоприятные условия, то сейчас это делать не нужно. А значит, фактически Coride выталкивает посредников между музыкантом и его поклонниками. А значит, теперь поклонники музыканта могут получать процент от стрима. Или же, выражаясь другими словами, быть инвестором или спонсором своего любимого артиста, что, согласитесь, тоже очень круто. Кстати, важно отметить еще и тот факт, что Coride вошел в топ самых перспективных проектов 2022 года и в топ проектов NFT 2022 года. Так что если кто-то еще сомневается в его перспективах, то отбросьте это. Ведь данный проект поддерживает уже многие влиятельные лица в музыкальной сфере, среди которых можно встретить даже Алана Уокера. Это его страничка в Твиттере, наверняка вы уже слышали его хиты Faded и Alone, набравшие миллиарды просмотров на YouTube. Также немалую поддержку оказывает и сам генеральный директор Coride Матиас Тангблад, который работал коммерческим директором Universal Music Scandinavia и имеет хорошие контракты в музыкальной сфере, а значит, совсем скоро вы получите объявление и о других рабочих партнерствах Coride с артистами мирового уровня. Что же касается обычного пользователя и его главного вопроса, как ему заработать на Coride, то тут все достаточно просто. Все, что вам нужно, так это войти на платформу Coride и оценить музыкантов, размещенных там. Если вам нравится чья-либо работа, то вы можете инвестировать в его трек или же треки и получать процент от его доходов и от стриминга. Если он достигает максимума, это означает, что вы зарабатываете больше, чем вложили. Также в ближайшем будущем у вас появится возможность купить и использовать NFT в приложении Coride. Ведь напоминаю вам, что проект Coride также представляет собой уникальную модель игры для заработка. Точно так же, как приложение для бега Step N вознаграждает здоровый бег в веселой модели Move to Earn, где музыкальная модель Coride «Играй, чтобы зарабатывать» вознаграждает пользователей, когда они играют в игру и слушают музыку, которую они любят.
создавая тем самым не только ценность для артиста, но и для себя и платформы в целом, когда они взаимодействуют. А еще, помимо всего прочего, CoreRide предлагает всем нам продвинутую токеномику как для токена CO, так и для очков мощности FAN, который используется для продвижения в системе и получения ценных наград. Узнать, кстати, об этом более подробно вы сможете уже самостоятельно в доступном от проекта техническом документе, ссылку на который я обязательно оставлю в описании. А пока предлагаю разобраться нам в следующем, не менее важном вопросе CoreRide, а именно, стриминг это или же соцсети. На самом деле CoreRide не является потоковой платформой, как сервисы, на которые я уже ссылалась. Напротив, CoreRide – это платформа финансирования, распространения и маркетинга, которая распространяется на все платформы, которые я упоминала. То есть все те компании являются деловыми партнерами CoreRide, которые предоставляют нам гонорары, какие мы делим между артистами и спонсорами. Надеюсь, понятно объяснила. А чтобы до конца понять, как все это устроено, предлагаю рассмотреть нам 3 небольших шага, где первый шаг – это когда артист запускает кампанию и устанавливает цель финансирования, что равносильно определению аванса от гонораров за предполагаемое количество стримов в течение 1 года. А авансы, я же напомню, будут финансироваться болельщиками. Второй шаг – это поклонники предварительно прослушивают трек и подкрепляют его количеством по своему выбору. Более высокая оценочная стоимость трека означает более высокую цену для спонсора за получение доли. Ну и третий шаг – это уже когда музыка распространяется на все основные музыкальные сервисы, о которых мы уже говорили, а именно Spotify, Apple Music, YouTube Music и так далее. Собственно, где спонсоры могут следить за прогрессом и продвигать песню. Доходы же по итогу делятся со спонсорами. При этом отмечу, что кампания по песне длится 1 календарный год. То есть на протяжении всего этого времени CoreRide активирует сообщество сторонников, чтобы помочь продвигать песню, что, согласитесь, уже звучит крайне перспективно. В текущей же модели CoreRide кампания по умолчанию длится 30 дней. Следовательно, как только цель кампании, поставленная артистом, будет достигнута, кампания автоматически закроется и лишних средств не соберет. Однако CoreRide способен предложить и более гибкие решения, поэтому иногда период кампании может быть больше обусловленного срока. Ну и наконец, подводя небольшой итог всему вышесказанному, отмечу, что CoreRide – это не платформа для пожертвований, а наоборот платформа, где вы инвестируете в музыку любого понравившегося вам артиста или же музыканта, и по итогу будете получать долю от роялти его музыки, потоки которой будут осуществляться на таких платформах, как Spotify, Apple Music и YouTube Music. Плюс в недалеком будущем у вас появится еще одна уникальная возможность инвестировать в криптовалюту. Доступно же все это станет, когда вы начнете работу с блокчейн-платформой CoreRide. Так что, дорогие друзья, не теряйте время зря, а скорее регистрируйтесь на платформе CoreRide и испытывайте на себе все ее преимущества и особенности. А также подписывайтесь на все официальные соцсети проекта и следите за всеми последними новостями и обновлениями, которых в будущем будет еще больше. Ну а я, как всегда, благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до своего следующего выпуска, который выйдет на моем канале CryptoLady уже завтра. Хорошего всем дня, удачи и пока-пока!